Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украина осталась без европейского газа. Министерство энергетики Украины заявило, Россия совершила атаку на станцию, через которую газ из Азербайджана поступает на Украину. Владимир, вопрос. А Украина, получается, осталась без лазейки для просачивания на ее территорию газа? Да тут вопрос, в принципе, сложный и неоднозначный, потому что лазейки-то остались. Довольно большое количество труб заходит на территорию Украины со всех сторон. И со стороны России, и со стороны Европы. Поэтому, хочешь – бери. И что касается самих объемов газа и направлений их поставки, тут тоже такая своего рода казуистика, потому что газ-то есть. И он даже где-то как-то европейский. Но тут, опять же, возникает вопрос, как его трактовать. Потому что тот газ, например, который Украина закупала у Венгрии, Словакии и Польши, он поступал на территорию незалежной с территории этих стран, но по факту и по сути он был российский. Поэтому тут можно жонглировать словами, и говорить о том, что у Украины не осталось возможности получать газ, потому что, вот, например, ударили по этим газоизмерительным станциям, а через территорию России газ на Украину не заходит, но есть другие трубы. Можно говорить о том, что Россия отказалась от российского газа и не будет больше его получать, но тем не менее она его получает, просто за то время, пока он идет из России, он так, видимо, по запаху и типу, а также по юридическим документам становится европейским, и что, в общем, позволяет Украине, не кривя носом, его принимать. А что же касается возможностей для поставок, здесь, наверное, проблема не в том, что нет труб, через которые можно поставлять, или нет газа, который можно закупать. Причина более простая, на самом деле нет денег, чтобы его закупать. Потому что в украинском бюджете присутствует огромнейшая дыра, страна находится в состоянии дефолта, и ее удерживает от этого дефолта только добрая воля кредиторов. Фактически просто у страны нет денег для того, чтобы закупить необходимый газ. Потому что по примерным оценкам Украине потребуется где-то около 2 миллиардов евро для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Причем эти оценки, это оценки, примерно месячной давности. То есть, если мы говорим о том, что Украина закачала в свои хранилища всего лишь треть необходимого ей газа, а Украине нужно порядка хотя бы 18 миллиардов кубометров, то получается, что, в общем, дыра в газовом бюджете страны достаточно большая, и никакие вот эти вот транши благотворительные пока помочь не могут, потому что 2 трети необходимого газа, это получается порядка 12 миллиардов кубометров, а это много, и это очень дорого. На что закупать эти объемы газа, непонятно. То есть поставщиков найти можно. Завести на территорию Украины этот газ можно. А вопрос только, кто готов его дать. Потому что с учетом того, что денег нет, говорить о том, чтобы продать, пока не очень получается. Владимир, тут другой вопрос еще. Пишут, что у Украины самые маленькие запасы газа за последние 12 лет. Действительно ли так? И, собственно, они не представляли, что так будет в итоге? В данном случае мы ориентируемся на данные европейских трейдеров, на сообщения самой Украины, потому что проверить точно, что там происходит, мы, естественно, не можем. Но, в принципе, ситуация достаточно катастрофическая, и проблема, наверное, не в том, что они не готовились, а в том, что у них не было возможности это сделать. Потому что раньше, еще в благодатные времена, когда у России были приличные отношения с Украиной, через территорию Украины проходил транзитный газовый поток в Европу. И, собственно говоря, это решало все проблемы с точки зрения поставок газа на Украину. Только плати. Ну и, собственно говоря, по поводу плати возникало множество сложностей, потому что Украина за этот газ платить не хотела, или хотела, но не сразу, и не целиком, а частично.
по этому поводу у «Газпрома» с «Нафтогазом» все время возникали споры, которые доходили до европейских судов. Компании все время пытались определиться, кто кому сколько должен. Украина потихоньку подворовывала газ из этого транзитного европейского потока. Ну, собственно говоря, эту возможность Украина закрыла сама с 1 января 2025 года. Все, украинский транзит больше не действует. Российский газ через территорию Украины не идет. Соответственно, остается вариант получения газа через трубопроводы на территории Европы, но он тоже должен каким-то образом там оказаться. А оказывается, он там в основном, будучи российским, опять же, через турецкий поток на территорию Турции, дальше, соответственно, Греция, Болгария, Венгрия, Словакия. И вот таким образом русский газ заходит в Европу, становится европейским, и Украина его покупает. Но тут тоже возникает вопрос, потому что страны не готовы снабжать Украину газом бесплатно, потому что, ну, собственно говоря, наступает зимний сезон, к нему надо готовиться, и многие газовики европейские говорили, и трейдеры, о том, что они боятся больше летнего сезона, чем зимнего, потому что летом нужно этот газ закупать, а с учетом вот этой нестабильной ситуации с поставками, с поиском источников, с ценами на газ, ну, это все достаточно проблематично. Ну и, соответственно, страны прежде всего запасают газ для себя, а так, в принципе, то, что остается, то, чем можно поделиться, они поставляют Украине, но, естественно, не за бесплатно. Поэтому, собственно, и получилось так, что Украина, может, хотела бы лучше подготовиться к зиме, но оказалось, что финансовые возможности страны это сделать не позволяют. Разве в этой теплой семье европейских народов никто не желает проспонсировать Украину? Вон там несколько европейских стран заявляли, что готовы сделать гранты на покупку Украины газа. Неизвестно, правда, где и какого, но все-таки. Ну, на словах все, в принципе, очень добрые, лояльные и благотворители, каких мало. Но когда доходит до дела, выясняется, что все считают, что за это должен заплатить кто-то другой, ну, максимум общий бюджет Евросоюза. А страны конкретно вот те, к которым обращаются за финансовой помощью, говорят, что, ну, ребята, извините, собственно, это ваши проблемы, мы готовы помочь вам газом, но не за бесплатно. Вот я знаю, что Норвегия предоставила Украине некий транш на закупку газа. Другое дело, что на те деньги, которые выделила Норвегия, можно закупить несколько миллионов кубометров, чего совершенно не хватит на всю зиму. Ну, а в остальном, собственно, как цинично сказала одна из главных защитниц Украины в Европе, Польша, у нас есть задача заработать на Украине. И мы прежде всего боремся за свою финансовую состоятельность и благополучие. Поэтому за бесплатно помогать никто не хочет. И, собственно, те гранты, которые могут быть выделены, они тоже Украине будут обходиться достаточно долго и дорого. Мы, то есть, можем говорить о том, что на Украине складываются предпосылки к энергетической катастрофе в зимний период? Чисто теоретически да, потому что, ну, во-первых, действительно, у Украины достаточно маленькие запасы газа, которых на всю зиму не хватит, и кто и как из европейцев будет ее спасать, пока непонятно. А во-вторых, раньше можно было хоть как-то там перебиться, перезакрыться за счет газовых запасов, которые европейские трейдеры хранили на территории Украины, потому что страна обладает достаточно большими объемами, ну, на данный момент, можно сказать, пустыми подземных газовых хранилищ. Но, во-первых, среди трейдеров мало теперь дураков, которые будут хранить свой газ на территории, которая подвергается обстрелам. Ну и плюс ко всему объемы этих мощностей технически несколько сократились, потому что после нескольких довольно успешных ударов ВКС России по газовым объектам Украины количество ПХГ, на которые страна может рассчитывать, тоже снизилось. Поэтому получается, что, видимо, Украина будет снабжаться газом с колес, закачивать в хранилище пока особо нечего, и, видимо, будут какие-то разовые поставки, а к чему это приводит, собственно говоря, мы уже видели в соседней Молдавии.
там как ввели чрезвычайное положение по энергетике, так оно практически там не заканчивается, потому что этой зимой страна просто откровенно замерзала. Ну, собственно говоря, в этом году есть все шансы повторить этот ледовый поход прошлого года. Ну, есть вероятность, что в этот раз это коснется и Украины, потому что греться газом сложно, потому что газа нет и денег на это нет. Ну, а что касается греться электричеством, во-первых, это дорого, а во-вторых, энергоструктура украинская тоже достаточно разрушена за время проведения СВО и ударов, наносимых по энергетической инфраструктуре, потому что, как мы все понимаем, энергоинфраструктура – это не только тепло и свет, это еще и работы предприятий, которые создают боеприпасы, выпускают дроны и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому выведение из строя энергоинфраструктуры, ну, получается, что это как бы такая достаточно важная военная задача. У одной лишь ли Украины подобные сложности намечаются, там, у других сопредельных стран, там, как дела? Ну, у сопредельных стран, если вы имеете в виду наших бывших, что называется, соседей по СССР, то, как мы видим, потенциальный кандидат на замерзание этой зимой – это Молдавия и, к сожалению, Приднестровье, потому что там тоже ситуация критическая, в принципе, похожая на Украину, то есть были поставки, но не было желания за это платить, были европейские суды, признание и непризнание долга перед «Газпромом». Ну, в итоге Молдова Газ, который являлся дочерней структурой «Газпрома», потерял лицензию на право заниматься поставками газа в республику. Теперь этим занимается компания «Энергоком». Ну, вот, собственно говоря, наверное, будет ровно то же самое, что было прошлой зимой. То есть с колес будет закупаться какие-то объемы газа, они будут закупаться в кредит, или будут браться во временное пользование, но потом нужно будет этот газ вернуть либо газом, либо деньгами. Ну, а страдать будет население, потому что мерзнуть будет именно оно. Что касается других стран, то здесь все будет зависеть от климатических условий, потому что, как мы помним, одной из зим случились большие проблемы у Узбекистана, хотя Узбекистан был до какого-то момента газовой державой, но в силу роста внутреннего потребления газа стране стало не хватать собственного ресурса, пришлось закупать, в том числе у сопредельных стран, и в Туркмении, и в России. Ну вот зимой оказалось, что Узбекистану не хватает собственного газа. А в остальном же, в принципе, все как-нибудь справятся и как-то эту зиму переживут. Опять же, все будет зависеть от того, насколько она будет суровой. Ну, видимо, европейцам придется померзнуть, потому что снижение объемов потребления газа, которое достигается волевым усилием, ну, оно, видимо, заставит население как-то теплее одеваться, судя по всему. А как там дела с европейским газовым рынком? Успевают ли сами европейцы заполнить свои ПХГ? Вроде как там еще не так все хорошо. В принципе, не так все хорошо, они по темпам несколько отстают. Другое дело, что заполнено порядка, ну, более 70% хранилищ. Ну, с учетом того, что Европа постоянно сокращает свое газовое потребление, в принципе, наверное, трагедии не произойдет. То есть необходимое количество газа, ну или чуть менее необходимого, все-таки окажется в европейских ПХГ. Тем более, что у Европы есть возможность в случае чего покупать газ в виде СПГ, например, в США. До сих пор Европа, причем в больших объемах, покупает российские СПГ, поэтому запасы будут, вопрос лишь в цене. Какую цену готовы будут заплатить европейцы за этот самый газ. Да, он действительно подорожал, и подорожал по сравнению с прошлым годом неплохо, но, тем не менее, уровни нынешних цен на газ все-таки ниже, чем те критические цены, которые были в 2022 году. Поэтому, ну да, Европе придется привыкать к тому, что газ и электроэнергия будут дороже. Ну, они постепенно к этому привыкают.
Поэтому, ну, за их деньги как-то они, видимо, зиму переживут. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.